На дне у юго-западного берега Турции лежал корабль, который оказался похож не на обычное судно, а на сжатую модель целого мира. В его трюме были медные слитки с Кипра, олово для бронзы, стеклянные слитки, слоновая кость, эбеновое дерево, украшения, оружие, керамика и вещи, которые вели к разным берегам Восточного Средиземноморья. Как один затонувший корабль мог показать, что мир бронзового века был связаннее, чем мы привыкли думать? На первый взгляд, это история кораблекрушения. Где-то около конца второго тысячелетия до нашей эры судно шло вдоль побережья Малой Азии и не дошло до пункта назначения. Оно погибло у мыса Улубурун, недалеко от современного Каша. Но чем внимательнее археологи изучали груз, тем меньше эта находка походила на случайный набор товаров. В трюме лежали не просто вещи для продажи. Там была система: сырье, подарки, престижные предметы, инструменты, личные вещи команды и следы торговли, которая соединяла дворцы, мастерские, гавани и элиты разных земель. Этот корабль не рассказывает о древности как о мире отдельных царств, замкнутых за стенами. Он показывает другую картину. Дворцы Египта, Хеттского царства, Кипра, Леванта, Эгейского мира и Месопотамии могли быть разделены морем, языками и политическими интересами, но их богатство часто зависело от одних и тех же путей. И если эти пути рвались, рушилось не только движение товаров. Рушилось доверие, престиж, производство оружия, украшений, сосудов, дипломатических даров и сама уверенность элит в том, что завтра мир будет работать так же, как вчера. История улубурунского корабля стала известна благодаря подводной археологии. Обломки находились у крутой скалы на глубине, где обычная работа с землей заменяется погружениями, сетками, маркировкой, долгим подъемом каждого предмета и постоянной борьбой с морем. Раскопки проводил Institute of Nautical Archaeology. Исследование продолжалось с 1984 по 1994 год. Это была не короткая экспедиция за красивыми артефактами, а многолетняя работа, в которой каждый предмет должен был получить место в общей картине. Поздний бронзовый век был временем дворцов, песцов, складов, печатей, царских писем и больших зависимостей. Бронза требовала меди и олова. Медь можно было получать в крупных объемах на Кипре и в других районах. Но олово было гораздо более сложным ресурсом. Без него бронзовая технология теряла основу. Что значит корабль, который вез не один редкий предмет, а целый набор ресурсов для работы больших политических систем? Ответ не сводится к слову «торговля». В древнем мире обмен часто был одновременно экономикой, дипломатией и символом статуса. Вещь могла быть товаром, подарком, знаком союза, оплатой, сырьем для мастерской или частью дворцовой системы распределения. Поэтому Улубурун важен не только как корабль. Он важен как застывший момент перед катастрофой. Пока судно шло по морю, сеть еще работала. Когда оно легло на дно, один ее фрагмент оказался запечатан на тысячелетия. Подводная находка всегда начинается с ограниченного взгляда. В воде археолог не видит сразу всю историю. Он видит контур, камень, слиток, фрагмент сосуда, часть дерева, затем еще одну деталь. Картина собирается медленно, потому что море не отдает прошлое целиком. Для участников раскопок Улубуруна каждый подъем был не просто извлечением объекта. Это была попытка понять, что лежит перед ними. Обычный торговый груз, дипломатическая отправка, имущество команды или смесь всех этих уровней. Особенно важными оказались медные слитки в форме, которую часто называют «бычьей шкурой». Их было много, и они сразу говорили о масштабе перевозки. Это не сувениры и не случайная добыча. Это сырье, из которого могли рождаться оружие, инструменты, украшения и власть. Рядом с медью были оловянные слитки. В этом сочетании и скрыт главный нерв бронзового века. Медь сама по себе важна,
Но бронза появляется там, где медь встречается с оловом. Значит, корабль перевозил не просто металл. Он перевозил возможность сделать материал эпохи. Затем картина расширилась. В груз входили стеклянные слитки синего и других оттенков, слоновая кость, экзотическое дерево, украшения, сосуды, печати, оружие, весовые гирьки, остатки пищи и личные предметы. Судно стало выглядеть как перекресток маршрутов. Именно здесь история меняет направление. Мы перестаем смотреть на корабль как на транспорт. Мы начинаем видеть его как документ без текста, где каждая вещь является строкой о связях между людьми. Научная сила Улубуруна в том, что кораблекрушение сохранило контекст. Отдельный предмет в музее может быть красивым, но он часто молчит о дороге, по которой пришел. Здесь же важен набор. Что лежало рядом, какие материалы сочетались, какие вещи были грузом, а какие могли принадлежать команде. Публикации и музейные описания улубурунского кораблекрушения подчеркивают несколько групп находок. Это прежде всего медь и олово, стеклянные слитки, органические и редкие материалы, предметы роскоши, керамика разных регионов, весовые системы и личные вещи моряков. Каждая группа отвечает на свой вопрос. Металл говорит о производстве, стекло говорит о ремесле и статусе, слоновая кость и эбеновое дерево говорят о дальних связях. Керамика помогает видеть региональные маршруты. Весовые гирьки напоминают, что обмен требовал меры, доверия и расчета. Самое важное здесь не в том, что на корабле нашли много всего. Важнее, что вещи происходили из разных культурных и географических зон, но оказались в одном трюме. Это означает, что поздний бронзовый век был не мозаикой изолированных миров, а системой пересечений. Представим береговую гавань того времени без современной романтики. Каменные или земляные причалы, складские помещения, чиновники, ремесленники, грузчики, моряки, песцы, люди с весами и печатями. Кто-то отвечает за металл, кто-то проверяет сосуды, кто-то знает, кому предназначен дар. Моряки на таком судне были не просто перевозчиками. Они должны были понимать море, ветер, береговые ориентиры, опасные участки, порты и людей, с которыми можно вести обмен. Их работа держалась на навыке, памяти и дисциплине. На этом фоне Улубурун становится редким свидетельством не только богатства элит, но и труда тех, кто связывал их между собой. Без таких людей дворцовые письма и царские амбиции оставались бы словами на табличках. Чтобы почувствовать масштаб находки, можно сравнить Улубурун с современным грузовым контейнером. Но это сравнение быстро становится слишком простым. Контейнер скрывает вещи за стандартом. Улубурун, наоборот, показывает нам каждую связь отдельно. В одном слое мы видим металл для производства, в другом – престижные материалы, в третьем – предметы, которые могли переходить из рук в руки, как дипломатические знаки, в четвертом – личные вещи команды, напоминающие, что большая экономика всегда движется через конкретных людей. Если у бронзового века уже была такая сложная сеть, почему мы так часто представляем его как набор далеких и почти неподвижных царств? Одна причина в том, что школьная и популярная история часто строится вокруг отдельных названий: Египет, Хетты, Микены, Кипр, Ассирия. Так удобнее запоминать. Но море не делило эти миры так резко, как карта в учебнике. Море могло быть дорогой. Улубурун показывает не центр, а связь между центрами. Это принципиально другой взгляд. Он не спрашивает, кто был главным. Он спрашивает, как все эти общества зависели от движения вещей, технологий, даров и ожиданий. Особенно сильна история олова. Там, где нет олова, бронзовая система становится уязвимой. Дворец может иметь армию, мастерские и песцов, но если цепочка поставок ломается, привычный порядок начинает трещать. Иногда слабое место цивилизации находится не во дворце, а где-то на дальнем маршруте. Главный вопрос Улубуруна не в том, кому принадлежал корабль. Этот вопрос важен, но он не исчерпывает смысл находки. Гораздо глубже другой вопрос.
Насколько сложным должен быть мир, чтобы такой груз вообще оказался возможен? Для появления такого корабля нужны рудники, мастера, посредники, гавани, люди, знающие маршруты, власти, гарантирующие обмен, и элиты, которым нужны престижные вещи. Нужна память о том, кто кому должен. Нужны меры веса. Нужны договоренности, иногда устные, иногда записанные, иногда закрепленные подарками. Цивилизация часто выглядит как камень, дворец или городская стена. Но иногда ее настоящая форма невидима. Это связь между мастерской и портом, между рудником и дворцом, между правителем и чужим берегом, между вещью и доверием к ее происхождению. Если представить поздний бронзовый век как сеть огней на побережьях, Улу-Бурун был одним из движущихся огней. Он переносил не только груз, но и уверенность, что мир продолжает быть предсказуемым. Сегодня металл пришел, завтра стекло дойдет, послезавтра подарок будет принят. Но именно такие сети хрупки. Они могут выглядеть прочными, пока работают. Затем одна война, один кризис, один разрыв маршрута, один сезон нестабильности, одна серия неудач, и система начинает терять ритм. Поэтому корабль Сулу-Буруна так важен для разговора о конце бронзового века. Он не объясняет весь коллапс. Ни одна находка не может объяснить такую сложную эпоху полностью. Но он показывает, что было поставлено на карту. Не отдельное богатство, а взаимозависимость. Когда археологи поднимали предметы с морского дна, они фактически возвращали на поверхность не корабль, а схему связей. Каждый слиток, сосуд и фрагмент материала помогал увидеть, насколько плотным был мир, который исчез задолго до античной классики. Десятилетия подводных раскопок, каталогизация находок, консервация материалов и последующее изучение сделали Улу-Бурун одним из ключевых источников по морской торговле позднего бронзового века. Его значение именно в целостности. Редкий груз сохранился как сцена, а не как рассыпанные цитаты из прошлого. Теперь первый вопрос звучит иначе. Мы спрашивали, как один корабль мог показать связанность древнего мира. Ответ в том, что корабль перевозил не одну культуру. Он перевозил следы многих культур, собранные в одном маршруте. Он был плавающей картой дипломатии, обмена и зависимости элит друг от друга. В его трюме лежали не только вещи, но и отношения. Между теми, кто добывал сырье, теми, кто управлял обменом, теми, кто заказывал роскошь, и теми, кто рисковал жизнью в море. Самый человеческий слой этой истории в том, что корабль погиб. Для нас это удача археологии. Для людей того времени это была потеря. Кто-то не дождался металла, кто-то не получил дар, кто-то потерял родственника, товарища, товар или политическое обещание. История обычно запоминает царей, дворцы и войны. Улу-Бурун напоминает, что иногда ход эпохи держится на безымянных людях. На моряке, который знает берег, на грузчике, который поднимает слиток, на мастере, который ждет сырье, на песце, который фиксирует обязательства. Улу-Бурунский корабль лежал под водой больше 3000 лет. Но его история не выглядит мертвой. Она слишком похожа на вопрос, который остается актуальным. Что делает общество богатым и устойчивым? Не только золото, не только дворцы, не только сильная армия. Богатство бронзового века держалось на связях, которые проходили через море: доверие, обмен, ремесло и политический престиж. Пока эти связи работали, мир казался устойчивым. Но цивилизации рушатся не только от мечей и пожаров. Иногда они рушатся от того, что перестают приходить корабли. Не хватает металла, не возвращаются посредники, не исполняются обещания. Слишком много нитей рвется одновременно, и ткань мира начинает распадаться. Можно представить последний вечер перед крушением. Судно идет вдоль берега. В трюме лежат слитки, сосуды, стекло, дерево, кость, украшения и чужие ожидания. На палубе люди смотрят на линию земли, на ветер, на воду, на темнеющее небо. Они не знают, что однажды их груз станет доказательством связанного мира. Они не знают,
что через тысячи лет археологи будут поднимать со дна предметы и читать по ним географию доверия. Для них это был путь, работа, риск и надежда дойти. В этом и есть сила Улубуруна. Он показывает древний мир не как далекую витрину с красивыми вещами, а как живую систему, где все держалось на движении людей и материи. Один корабль затонул, но вместе с ним сохранилась карта невидимых связей.